Представьте поле боя. Сталь, крики, пыль, смерть в метре от лица. Что происходит с человеком в этот момент? Большинство из нас знает ответ по собственному опыту с маленькими полями боя. Пробка в час пик, скандал с коллегой, звонок от начальника в пятницу вечером, тревожная мысль в 3 часа ночи. Тело сжимается, зубы стискиваются. Разум начинает метаться между сценариями катастроф, между обидами прошлого и страхами будущего. Мы называем это «собрать волю в кулак», и мы убеждены, что именно так и должна работать сила духа. Самураи считали иначе. Они называли это «фудосин», буквально «неподвижное сердце». И это не каменное лицо, не сжатые зубы, не борьба с собой через силу. Это совсем другое состояние. И именно поэтому оно работало там, где воля ломается. Фудосин – непоколебимость. Дословно невозмутимое сердце, дух, хладнокровие. 3 иероглифа. Не, двигаться, сердце. Сердце, которое не движется под давлением внешних обстоятельств. Не потому, что оно мертвое, а потому, что оно укоренено. Как дерево во время шторма. Ветви гнутся, листья летят, но корень держит. Здесь принципиально важно разграничить 2 понятия, которые современная культура смешивает в одно – силу воли и непоколебимость. Это не синонимы, это почти противоположности. Сила воли – это усилие, это активное сопротивление чему-то нежелательному – усталости, страху, соблазну, тревоге. Она работает по принципу мышцы. Чем больше нагрузка, тем быстрее наступает усталость. Психологи называют это истощением эго, явлением, при котором каждое волевое усилие уменьшает ресурс для следующего. Именно поэтому человек, весь день принимавший сложные решения, вечером срывается на близких или тянется за телефоном. Не потому что стал хуже, а потому что воля кончилась. Фудосин – это не усилие, это состояние. И это ключевое различие. Если же внимание нигде не останавливается, говорят, что ум наделен непоколебимой мудростью. Писал дзенский монах Такуан Сохо в Тайном писании о непоколебимой мудрости. Ум, который нигде не останавливается, не фиксируется ни на угрозе, ни на страхе, ни на обиде. Не потому что игнорирует их, а потому что пропускает сквозь себя, не задерживаясь. Видеть перед собой что-то и не позволять вниманию фокусироваться на нем. Вот что такое непоколебимость. Ведь как только ум остановился, рождаются мысли, и в сознании воцаряется хаос. Когда хаос рассеивается и мысли исчезают, остановившийся ум снова приходит в движение, но при этом пребывает в покое, объяснял Такуан Сохо. Это описание – точный физиологический портрет того, что происходит в состоянии стресса. Внешний раздражитель – пробка, конфликт, тревожная мысль – захватывает внимание. Ум останавливается на нем, начинает прокручивать сценарии, воспроизводить обиды, строить катастрофы. Именно в этой остановке, не в самом раздражителе, рождается страдание. Раздражитель может быть реальным, страдание – это всегда производная остановки ума на нем. Вы внезапно замечаете меч, занесенный над вами. Если вы задумаетесь о том, что произойдет, когда этот меч вонзится в вас, ваш ум остановится на приближающемся мече, ваши движения будут скованы, и противник одолеет вас. Вот что такое остановка ума, писал Такуан Сохо. Замените меч на звонок от начальника, скандал в очереди, сообщение в 2 часа ночи, и вы получите точное описание того, что происходит с большинством людей в моменты стресса. Ум останавливается, движения скованы. Не физически, психологически. Человек теряет способность действовать из спокойного центра и начинает реагировать из паники. Именно поэтому насилие над собой – соберись, тряпка, возьми себя в руки, думай о цели – не работает под настоящим давлением. Когда ум уже остановился на угрозе и скован страхом, приказать ему не бояться – все равно, что приказать сжатому кулаку расслабиться, не разжимая его.
Это создает второй слой напряжения поверх первого. Сейсин Танрен дает возможность приобрести самообладание в любой ситуации, которая называется фудосин – непоколебимое сердце, говорит японская традиция боевых искусств. Сейсин Танрен – духовная тренировка, формирование характера через ежедневную практику. Не через однократное волевое усилие, через систематическую выработку состояния, в котором ум перестает останавливаться на раздражителях. Это и есть принципиальное отличие фудосин от того, что мы привыкли называть дисциплиной. Дисциплина – это правило, которому следуешь вопреки желанию. Фудосин – это состояние, в котором внешние обстоятельства перестают диктовать реакцию. Не потому, что желания подавлены, а потому, что центр тяжести перенесен внутрь. Гора во время шторма не держится усилием, она держится своим основанием. Философия без практики – красивая картина на стене. Фудосин – не созерцательная концепция. Это рабочий инструмент, применимый прямо сейчас. В пробке, в разгаре ссоры, в 3 часа ночи с тревожной мыслью в голове. Первый шаг – центрирование в хаосе через танден. В японской традиции боевых искусств есть понятие танден – центр тяжести тела, расположенный примерно на 3 пальца ниже пупка. Это не мистика, это физиология. Именно здесь находится центр гравитации человеческого тела. Именно отсюда исходит устойчивое движение в айкидо, кендо и большинстве восточных единоборств. Если вы не направляете внимание никуда, ум войдет в тело и распространится по всем его членам, писал Такуан Сохо. Практически это означает следующее. В момент, когда стресс захватывает внимание, пробка не движется, начальник кричит, конфликт нарастает. Вместо того, чтобы взять себя в руки через усилие, сделать одно простое действие – перенести внимание в танден. Почувствовать вес тела, опору стоп на пол или сиденье, дыхание, опускающееся в живот. Неглубокий вдох для успокоения, просто замечание того, что дыхание уже есть, что тело уже находится в точке опоры. Это не медитация. Это занятие позиции, той самой, из которой самурай не терял равновесие, когда противник кричал или делал ложный выпад. Танден — это физический якорь фудосин. Ум, возвращенный в тело через танден, перестает останавливаться на угрозе. Он получает альтернативную точку фиксации, более устойчивую, чем страх. Второй шаг. Ум, который не останавливается. Практика наблюдения. Если 10 человек, вооруженных мечами, приблизятся к вам, размахивая своим оружием, и вы по очереди отразите каждый меч, не позволяя уму остановиться ни на одном из противников, ваши действия будут безупречными от начала и до конца. Описывал Такуан Сохо. Применительно к повседневной жизни эти 10 мечей – это 10 тревожных мыслей, которые одновременно атакуют в момент стресса. Что подумают люди? Я облажаюсь. Это повторится. Я недостаточно хорош. Все плохо. Ум, останавливающийся на каждой из них, становится парализован. Ум, не останавливающийся ни на одной, остается свободным для действия. Практика. В момент тревоги не бороться с мыслью и не провалиться в нее, а заметить ее как факт. Вот появилась мысль о том, что я облажаюсь. Не «я облажаюсь», а вот мысль о том, что я облажаюсь. Это не игра слов, это смещение позиции из объекта, которого захватила мысль, в наблюдателя, который замечает мысль. Наблюдатель не останавливается, он видит и продолжает двигаться. Третий шаг – взгляд кан, видеть далекое вблизи. Есть 2 вида сосредоточения – кан и кен. Взгляд кан должен быть сильным, взгляд кен – слабым. Далекое нужно видеть как бы вблизи, близкое – издалека, писал Миямото Мусаси в книге «5 колец». Кен – это взгляд на поверхность, на жест, на слово, на конкретное оскорбление, на сиюминутное препятствие. Кан
это взгляд на суть, на то, что происходит в целом, на более широкий контекст, на то, что останется важным через месяц. Именно Кан делал самурая непоколебимым там, где человек с Кэн взглядом терял равновесие от каждой детали. Применительно к современной жизни. Когда человек застрял в пробке и опаздывает, Кэн взгляд видит пробку, опоздание, раздражение. Кан взгляд видит – это один вечер из 1000. Опоздание не изменит направление жизни. Раздражение сейчас стоит мне больше, чем опоздание. Это не самоуспокоение, это стратегическое зрение. Способность в момент хаоса удерживать более широкий горизонт, не теряя из вида текущий шаг. Привыкая к какому-то одному искусству, вы не ограничены в использовании ваших глаз. Они видят обстановку целостно, добавлял Мусаси. Целостный взгляд – это и есть фудосин в его стратегическом измерении. Человек, видящий целостно, не теряет себя в деталях конфликта, не застревает в текущем препятствии, не принимает временную трудность за постоянную катастрофу. 3 шага вместе – Танден, наблюдение, Кан – создают то состояние, которое невозможно поддерживать усилием воли, но возможно выработать практикой. Не железный характер, сформированный через насилие над собой. Укорененность, постепенно ставшая естественным фоном. Гора, которая не держится, а просто стоит. Хотя говорят, что мудрость не движется, это не означает, что она лишена жизни, словно бревно или камень. Мудрость движется туда, где сосредоточено внимание, заключал Такуан Сохо. Железная воля без насилия над собой – это не неподвижность, это движение из центра, а не из реакции на периферию. Не сжатые зубы, а открытые руки. Не борьба со штормом, а корень, который держит, пока шторм проходит мимо. На этом позвольте сделать перерыв, ставьте лайк, подписывайтесь, если ролик был полезным. До встречи!